Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто вас любит, а кто ненавидит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы такой человек, который всегда полагаетесь на свои ощущения. У вас, кстати, очень сильно развита интуиция. Вам нужно вообще по жизни слушать свои ощущения, то, что вы чувствуете. И плюс еще, вот как говорят, первая мысль – это самая правильная, поэтому прислушивайтесь. Вы человек, который умеет зарабатывать. Вы можете всегда копеечку где-то заработать, подработать. У кого-то это может быть даже подработка, вот именно вы мастер на все руки, как мужчина, я имею в виду. Что-то отремонтировать, где-то что-то построить, ремонт сделать. То есть деньги всегда вы можете заработать. У вас еще может проигрываться характер. Ну, в таком, знаете, в таком ключе, что вы будете вот за свое бороться до последнего. Такой вот вы, может быть, правдолюб, вы такой живете по совести, порядочность присуща вам. Вы готовы вот один даже против всего белого света воевать. Вы не боитесь пойти свою правду доказывать вот один против толпы, причем из-за этого могут у вас быть даже проблемы, потому что справедливых людей, ну, мягко говоря, не очень любят, вот особенно это на работе, вот начальство, может быть, вы будете доказывать до последнего. У вас есть, в принципе, и накопления денежные. Я не скажу, что вы транжира, но опять же, единственная проблема, которую я вижу в вашей жизни, это отсутствие любимой женщины. Вот на данный момент я не вижу, что есть рядом та, с кем можно строить семью, с кем можно строить серьезные отношения. Да, вы готовы к отношениям, но опять же, может проигрываться, что вы вроде бы и видите много женщин вокруг, но как-то душа не лежит никому. Ну вот не ёкает. Напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Ну вот не можете вы заставить себя влюбиться, но это нереально. Ну вот нет такой вокруг вас женщины, которая могла бы вас пока что покорить. Но не нашлось такой. Что еще происходит в вашей жизни? Давайте-ка посмотрим коротко. Вам, знаете, вам даже вот от того и грустно, потому что нет любимой женщины, которая так вам необходима. Вот как-то вы ушли то ли в работу, кто-то в хобби свое ушел, просто чтобы отвлечься. Я не могу сказать, что у вас прям такое упадническое настроение. Нет, вы живете, вы творите, вы работаете, да, вы, в общем-то, и себе особо ни в чем не отказываете, потому что деньги, ну, идут исключительно на вас. Ну, я не беру во внимание, кто там алименты платит, конечно же, это на детей идет. Но, в принципе, что хотите, то и делайте, но все равно как-то особой радости нет. Ну да, вы можете себе много чего позволить, вы можете себе и то, и это купить, и сходить, куда вы хотите, сделать, что вы хотите. Но вот радости особой нет, вот именно потому, что ну, нет любви. Вот нет любви, и это вас огорчает, конечно же. Так, что же за женщины вокруг вас? Давайте смотреть, кто вас любит, а кто ненавидит. Давайте для начала посмотрим, что за женщина пришла, которая вас ненавидит. Давайте будем разбираться, что же это за дамочка, которая вас ненавидит. И за что? Так. С этой женщиной у вас когда-то была любовь, вы были парой, возможно, даже семья была, но как-то в одночасье это может быть, знаете, мгновенный какой-то вот удар.
Я имею в виду удар, это болезненная ситуация, может быть, у кого-то измена, кто-то о вранье другому знал. Ну, то есть какое-то переломное событие, которое повергло вас, ну, мягко говоря, в шок. То есть это человек, с которым у вас и конфликт проигрывается. Да, когда-то была любовь, было хорошо, было все замечательно, но потом было предательство. Причем это все случилось по судьбе. Человек, из-за которого вам пришлось очень сильно пострадать, переживать. Но я так подозреваю, что эта дама из вашего прошлого, вот бывшая, пожаловала. Здесь, скорее всего, да, проигрывается и соперник. Здесь проигрывается дама, которая ориентирована на деньги, на достаток какой-то. Причем еще может быть, что вы с ней до сих пор и общаетесь. Давайте посмотрим. Почему же она вас ненавидит? За что она вас ненавидит? Да, однозначно, это бывшая, потому что разрушение произошло. Причем некоторые из вас могли вот, да, за рюмкой чая сидеть, ну так, от горя, так скажем, да, вот просто чтобы забыться. Однозначно. Смотрите, почему она ненавидит вас? Потому что вот, когда вы расстались, она думала, что она будет в шоколаде. Все пошло не так. Сейчас она в таком вот разрушительном состоянии. Вот сейчас она в нем находится, и скорее она даже, может быть, заглядывает вот в эту рюмку чая, потому что все пошло абсолютно не то, что она планировала. Ни мужчины особого я не вижу для серьезных отношений, тем более вот она любит очень богатеньких мужчин. Абсолютно я не вижу в ее окружении. Я не вижу у нее счастья, я не вижу у нее любви, какого-то достатка. То есть счастья в жизни нет. И она, знаете, вот почему она винит вас? Давайте разбираться, за что. Она думала, что вы, несмотря ни на что, как бы вот все, что она начудила, да, в жизни, вы это все простите. Да, вы перезлитесь, вы перебеситесь, но все равно вы придете. Вы этого не сделали, вы поставили жирный крест, вы поставили точку, вы не пришли. И она теперь вынуждена оставаться никому не нужной, оставаться в ситуации, там и финансовые проблемы могут быть проблемы по работе, проблемы в личной жизни. То есть она этот весь груз теперь тянет сама. И вот она настолько вот обозлилась на вас, что вы не протянули особо руку помощи, вы не попытались помириться, вы не попытались вернуться, да, вот она считала, что, ну, как бы, она, вернее, не то, что считала, она видела, что вы ее любите по вашим поступкам, по вашим действиям, да. Вы этого не сделали, ну, потому что, в конце концов, есть какая-то гордость, да, есть мужское самолюбие, которое никому не позволено топтать. То есть вы так отгородились от нее, да, пошла по жезлам, до свидос. И она за это вот вас так люто ненавидит, что вы как бы ничего не сделали. А куда же делась любовь? А что же случилось? А почему же ты не сделал попыток вернуться? Значит, ты меня особо не любил, значит, ты притворялся и так далее. Ну, в таком ключе вот она думает, понимаете, за что она ненавидит, что вы не попытались все вернуть, там, склеить семью, склеить отношения, хотя это уже будет совершенно другая история, если бы даже и склеили вы. Я уже неоднократно говорила в своих видео, что если люди сходятся, то сходятся в ту точку, из которой разошлись, а не в начало отношений. Поэтому идиллии никакой не будет. Ну да, можно попритворяться, поиграть там в семью, в любовь поиграть, но это ненадолго, все равно это все вылезет, все настоящее отношение вылезет наружу. Поэтому вот она ненавидит, что вы оставили ее вот такую бедную несчастную, да, вот она думала, она там погуляет, почудит, а вы все равно все простите и вернетесь. Просто потому, что вы ее любили, да? Это как нужно быть самоуверенной какой, да? Это нужно, я даже не знаю, каким человеком быть, чтобы думать такое, потому что, ну, мужчина, которого предали, да, которому сделали больно, ну, это в очень редких случаях пойдет на уступки. Даже вот если мужчина сильно любит, он все равно не позволит
плевать в душу, не позволит изменять. Напишите, вы согласны со мной или нет. Поэтому вот она ненавидит, что вот как это вы ее оставили. Да? Она даже не понимает, что в этом она сама виновата. Вот она не хочет даже это понимать. Вот вы меня кружите, я всегда права, я вся такая распрекрасная королева. Вот в таком ключе она думает и считает. Поэтому отсюда ее неприязнь. Она может даже к вам появляться по разным предлогам, да, вот она все-таки надеется, а вдруг вы захотите вернуться. Вот подумайте, поанализируйте, кто общается с бывшими. Потому что это общий расклад, да, кто-то общается, кто-то не общается. Подумайте, проанализируйте. Может быть, она какие-то намеки вам там дает. Может быть, она приглашает вас там на ночь, может быть, в гости, на чаек, на кофеек. А мы прекрасно знаем, чем этот чаек может закончиться, да? Ну, то есть, будьте бдительны. Ну, человек, ну, настолько негативно относится. Главное, сама начудила, натворила, да, разрушила отношения. А теперь, если бы вы еще на задних лапках прибежали. Да нет, не получится. Теперь давайте смотреть, кто же вас любит. Какая же дама пришла к нам на расклад. Кто же вас любит? Какая тайная воздыхательница? Так. Женщина одинокая, которая очень хочется любви. Она вот почему-то в вас видит свою половину. Вот ей хотелось бы с вами построить отношения. Она себя не проявляет. Она в вашем окружении периодически проявляется. Я не буду говорить где, пусть будет интрига. Вы сами подумайте. Женщина, ну где-то такая, либо же вашего возраста, может быть даже чуть постарше, плюс-минус так. Она очень такая, знаете, с виду, ну, жесткая, я бы сказала. Хотя в душе она совершенно не такая, но с виду вот она такая неприступная королева. Может проигрываться довольно такая эмоционально холодная. Она как-то, знаете, себя, ну, как будто в добровольное заточение на какой-то период обрекала. Вот после, у нее был тоже такой непростой разрыв. Она, ну вот знаете, она в чем-то схожа, вот ситуация с вашей, вернее, ее ситуация вот схожа. Она тоже пережила период, когда не хотелось ни с кем общаться, ничего, но сейчас вот она уже ожила, уже все, она готова к отношениям. Вы ей довольно сильно нравитесь, она даже, я бы сказала, влюблена в вас. Так, да, вот, кстати, вот вы с ней, ну, я думаю, давненько уже как-то пересекаетесь. Опять же, делаю акцент, это может быть у всех по-разному. У кого-то вы по работе, может быть, вместе, у кого-то вы живете рядом, у кого-то, может быть, вы в автобусе рядом ездите часто. Ну, то есть, сами думайте, смотрите. Она вот почему-то то ли, ну как-то, я не могу сказать, что прям так стесняется, но есть некоторая робость. Вот она, то ли она не знает, как проявиться. Причем дамочка такая, она в принципе, она по жизни хваткая. Она очень хваткая. Она готова, в принципе, горы свернуть, если ей что-то надо. Но вот в вашем случае, знаете, как обычно бывает, когда ты влюбляешься, ты робеешь, да, ты становишься каким-то первоклассником просто. Ну, это, кстати, бывает и у мужчин, и у женщин. Когда нам кто-то нравится, то мы начинаем стесняться, робеть, да, это нормально. То есть она... С одной стороны, она и стесняется проявиться, она не очень-то умеет проявиться, вот показать, да. Она вот ждет как-то, что вы ее, что ли, заметите. Вот как мужчина, вы снова выпали императором. Она причем, она вот влюбилась вот в какую-то вашу мужскую силу, что ли. Вот от вас идет, знаете, такая, ну, как бы энергетика, силача такого мужчины, за которым можно быть как за каменной стеной.
Есть у вас такой момент, я уже неоднократно говорила, что женщины очень сильно это чувствуют также. Поэтому она, знаете, вот она смотрит на вас и, ну вот просто, ну до мурашек, как говорят, да? Я сейчас вот своими словами вам пытаюсь это объяснить. Вот она на вас смотрит, и как будто, знаете, картинки в голове, вот как вы вместе, как вы пара, там, как семья, как вы что-то делаете. Но опять же, ну, дамочка вот очень хочет, если бы вы ее заметили именно как мужчина, она очень мечтает об этом. Так, а будете ли вы вместе? Давайте все-таки заметите ли вы ее или нет. Вот вы заметите, но это будет через какое-то время. Вы ее отметите вот как женщину, знаете, это будет какой-то то ли разговор, может быть, телефонный даже разговор, либо переписка, может быть, даже в жизни общение. У каждого по-разному может проиграться. Когда вот вы на нее посмотрите совсем по-другому. Это может быть какой-то разговор, знаете, бывает о жизни. Просто житейские какие-то дела люди обсуждают, но она, может быть, скажет что-то такое, что вот перевернет вас изнутри. Вот вы поймете, вот какая она, допустим, чистая, искренняя, да, вот именно ее рассуждения. Потому что мы человека именно изучаем вот в рассуждениях, как она общается, как она обращается с другими людьми, да, мы это улавливаем. Поэтому вот как-то в одночасье вроде бы это будет какой-то безобидный разговор, либо же переписка ваша обо всем и ни о чем, но тем не менее вот вы взглянете на нее по-другому, другими глазами, как на женщину. И здесь уже вы начнете проявляться какой-то период, кстати, вы еще так будете сомневаться, может быть, стоит, не стоит, да, она, не она, но все-таки вы начнете больше проявлять к ней инициативы. Так, причем как-то резко начнете проявлять, и получится, что после вот этого вашего добровольного заточения, которое у вас было какой-то период, вы начнете сами активно ее добиваться, что ли, атаковать. Да, она, конечно, будет абсолютно не против. Она только мечтает об этом. Вот, знаете, вы как бы поможете друг другу, вот как встретились два одиночества. Вот как освобождают вот этого большого кита, так вот эта маленькая хрупкая женщина освободит вас от каких-то грустных мыслей, от каких-то вот переживаний по поводу будущего, да, вот вы, ну, спасете морально друг друга, да, вот подарите друг другу любовь, подарите друг другу радость. Это будут, знаете, такие отношения, которые очень такие тонкие, гармоничные. Это не какой-то порыв страсти, нет, это продуманные такие отношения, взвешенные. То есть вы общаетесь с этой женщиной, но это может быть общение сейчас так, ни о чем. Может быть даже здравствуй, до свидания. Но тем не менее это перейдет в отношения, это перейдет в такой тандем, когда вы почувствуете, что да, вот она, вот моя половинка. Именно эта женщина подарит вам любовь, о которой вы так давно мечтаете, которую вы ищете. Вы сами вот ее почувствуете. Как я уже сказала, вот, ну как будто в одночасье. Что-то она такое скажет, может быть, сделает какой-то поступок хороший, что вы просто влюбитесь в нее. Так что, ребята, ждите вашу распрекрасную тайную поклонницу, и все у вас будет потрясающе. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, и всем пока!